и хочу быть сильной. Очень тяжело. Она ест хлеб, ест картошку жареную. Все, я не хочу умирать. Я хочу жить. Привет! Сегодня я расскажу тебе историю. Эта история называется «Сильная бабушка». Ну что, ты готов? Поехали! Итак, мы видим здесь бабушку. Это бабушка, ее зовут Антонина Петровна. Да? Антонина Петровна. Да. Антонина Петровна очень старая. Ей 83 года. Да. 83 года. 83 года. И Антонина Петровна несчастливая. Да, она несчастливая. Она несчастливая, потому что она смотрит телевизор, да, она смотрит телевизор, и она видит, что в этом телевизоре все люди очень красивые, молодые, да, она не молодая, она старая, и они очень сильные, да, сильные. А она старая, и у нее мало энергии, да, у нее очень мало энергии, и она тоже хочет быть сильной. Вот. У нее есть кот, да, кот Барсик, может быть. И бабушка решила, все, с меня хватит. Я больше не хочу быть слабой, старой, и хочу быть сильной. Да. Поэтому бабушка решила пойти в спортзал. Вот. Да, Антонина Петровна идет в спортзал. И она пришла в спортзал, и она говорит: «Здравствуйте!» Молодой человек говорит: «Здравствуйте! А что вы здесь делаете?» Она говорит: «Я пришла к вам в спортзал. Я хочу заниматься спортом». Да? Заниматься спортом. Заниматься спортом. Он сказал: «Правда?» Она сказала: «Правда». Ну хорошо. Вот. И потом Антонина Петровна идет дальше. Сначала она поднимает гантели, да? Это мы называем гантеля. Да? Она поднимает гантелю, и ей очень тяжело, да? Эта гантеля всего 1 килограмм, но ей очень тяжело, да, очень тяжело. Вот. После этого она думает: что делать дальше? Она хочет ездить на велосипеде, да? Ездить на велосипеде, да. У нее есть кот Барсик, да, помним, он тоже пришел в спортзал. Но у бабушки болят ноги. Она: «О, мои ноги болят», да. У нее болят ноги. Вот, мы говорим: болят ноги. Да. У бабушки болят руки? Нет, у нее не болят руки. У нее болят ноги. Вот. И потом бабушка решила сделать планку. Да? Бабушка стоит в планке. Но это было тоже очень тяжело. Это было
очень тяжело. И бабушка говорит, это пытка, пытка, да? Когда вас пытают, она говорит, о, это пытка. Вот, поэтому после этого она пошла домой, и она больше не хочет идти в спортзал. Она думает, нет, нет, это плохая идея, я слишком старая. Какой спортзал? Что я делаю, дура? Hey there, sorry for interrupting your flow. If you really enjoy this story and you want to participate in something similar like this yourself, actually I'm starting a group class in next few weeks. It's going to be every Saturday at 3 p.m. Vietnam time. For more information, if you want to participate, please send me email on inrussianfromafar@gmail.com. Alright, let's the story rolling. Вот, поэтому она пошла домой, и она увидела ее подруг. Ее подруги, другие бабушки, они сидели на лавочке. Да, это очень популярно в России. Бабушки сидят на лавочке. Да? Сидеть на лавочке. Они сидят на лавочке. Вот, у нас вот это, мы говорим, да, это лавочка. Вот. Они сидят на лавочке. Они сидят на лавочке, и они разговаривают. А также они кормят, да, кормят голубей. Мы говорим кормить голубей. И кот бабушки тоже здесь, да, ее кот. Это голубь, да, а это кот. И кот тоже говорит, мяу, я тоже хочу есть. Бабушки говорят так. Эта бабушка говорит, ой, у меня спина болит. Да, спина, получается. Вот это мы говорим спина. А эта бабушка говорит, ой, у меня давление. Давление – это когда так давит на вас. Так, о, давление. А эта бабушка говорит, ой, а у меня колено болит. Да? Колено, получается, если у нас есть человек, да, вот так, такой человек, и вот это, да, вот это, мы говорим колено, да, колени. Да, у нее болит колено. В общем, тяжело быть бабушкой. Поэтому она идет дальше. Вот. И она идет дальше домой, и она продолжает, да, она продолжает, да, она продолжает ее обычную жизнь. Она смотрит телевизор, она ест ее любимую еду. А что она ест? Она ест хлеб, ест картошку жареную, да, жареная картошка, значит, много масла, жареная картошка, да, она ест, что еще она ест? Она ест мясо, да, вот, она ест мясо, она ест огурцы, да, и пьет чай, да, и она и пьет чай, вот. Это ее еда. Не очень здоровая еда. И также она много спит. Да, она спит, она ничего не делает. И ее кот тоже спит. И также она только ходит на улицу кормить голубей. Но ей все равно грустно. Ей грустно. Она не знает, почему так грустно. Но потом, через 1 месяц, случилась беда. Беда. Ее подруга бабушки умерла. Да. Подруга бабушки умерла. И подруге было 83 года. 83 года подруге. То есть она как бабушка. И бабушка была очень грустная, но она тоже поняла. Она сказала, все, я не хочу умирать. Я хочу
жить. Вот, да, и она сказала, что я пойду снова в спортзал. Вот, и бабушка пошла в спортзал, и когда она снова пришла в спортзал, все люди смеялись над ней, да? Да, они смеялись над ней. Они смеялись над ней, да? Они не смеялись с ней, они смеялись над ней. Это нехорошо. Но бабушка, у нее были серьезные намерения. Она думала, не хочу быть больше на улице с голубями, хочу быть сильной бабушкой. Вот, да, и потихоньку бабушка становилась сильнее и сильнее, вот, и через 1 месяц она уже поднимала 5 килограммов гантелей, да, она была очень сильная, и у нее был свой персональный тренер, и он говорил, молодец, бабушка, молодец, вот, она думала о ее еде, но она понимала, что ей нужно изменить ее еду. Вот. И через 1 год, смотрите, бабушка стала очень спортивная. Она ест здоровую еду, да? Мы говорим здоровая еда, да? Она ест овощи, ест рыбу, да? И ест много, да, зелени. И больше ест свежие овощи, да, не соленый огурец, а свежий огурец. Вот, пьет воду, да. И когда бабушка ходит в спортзал, то все люди, да, все люди в спортзале, они говорят, вау, да, они ей аплодируют, потому что сейчас бабушка очень сильная, очень спортивная. Смотрите, какой у нее пресс. У нее есть кубики. По-русски мы говорим кубики. Да. Так что теперь у бабушки началась новая жизнь. Вот такая история. That's all for today, guys. Thank you so much for watching. I hope you really enjoyed it. If you watched till this moment, give the like to this video. I would really appreciate it. If you want to improve your learning on another level, you can get transcript and audio to this video and all other videos on my channel by going to patreon.com and becoming my supporter there. Already almost 300 people did that and you can be one of them. So check it out. See you later, guys. Пока-пока.